Играю как-то в CSGO со своими 12 FPS и думаю, а зачем мы вообще пытаемся подорвать эти странные пустые улицы с запасами взрывчатки? Если тут сюжет, в чем смысл? Я решил выяснить это и пошел в необъятный интернет. И что вы думаете? Да, он там был. В CSGO есть сюжет, кто бы мог знать, но вот я лично не знал до этого момента. Немного покопавшись в этом всем, я решил запилить про это видос. Так вот, в чем загвоздка? Мы привыкли, что каждый разработчик пытается создать игру с особой вселенной, сюжетом и лором. А еще есть CSGO, игра, в которой на сюжет всем было плевать, как разработчикам, так и самим игрокам. Вот террористы и контртеррористы, которые сражаются друг с другом по всему миру. Но в CSGO, как ни странно, сюжет все-таки есть. Большая часть игроков в CSGO наверняка не подозревали, что в командном шутере может быть сценарий. Действительно, для рассказа истории Valve не использует привычные кат-сцены или диалоги между персонажами. Valve очень неохотно делится с игроками частицами лора, передавая информацию через описание к скинам, комиксам в операциях и других необычных источников. Разработчики не тыкают игрока лицом в сюжет, оставляя его разбор только для заинтересованных в этом фанатах. Из-за этого подача информации проходит через не самые очевидные источники: описание миссий в операциях, кооперативные миссии, комиксы, скины. После выхода первых операций разработчики также начали по крупицам выдавать игрокам подробный сюжет через скины. Почти у каждой пушки в CSGO есть описание, в которых Valve иногда вставляет цитаты ключевых персонажей игр. Благодаря этим фразам можно лучше понять события сюжета, про которые они рассказывают напрямую. Таким образом, вы можете играть в CSGO тысячи часов и при этом ничего не знать о его сюжете. Скорее всего, вы даже не задумывались о существовании сценария, если никогда не покупали операции и не всматривались в описание скинов. Мы привыкли, что в CSGO контртеррористы сражаются с террористами, но по лору игры эти организации называются иначе. В сюжете роль террористов исполняет подразделение Феникс, а противостоящее им объединение тактических групп. Разработчики намеренно не делят две страны на хороших и плохих, показывая неоднозначные качества обоих сторон. К примеру, Феникс – организация революционеров-анархистов, которые борются за свободу людей по всему миру. Их идеология состоит в свержении государства, поскольку, по их словам, только в таком случае свобода по-настоящему восторжествует. Против Феникса выступает объединение тактических групп, цель которой – пресечь действия революционеров. Банальная задача организации усложняется тем, что в ней находятся люди со всего мира, многие из которых привыкли выполнять задания не совсем гуманным методом. Из-за этого противостояние двух сторон можно описать как-то так. Одни хотят защитить обычных людей, уничтожая государство, а вторые пытаются всеми силами защитить сложившийся строй, даже если это повлечет за собой несколько жертв среди мирного населения. Я бы мог в этом ролике перечислить частичный сюжет, собранный из комиксов и операций, но тогда бы я не смог забайтить вас на лайки и комментарии. Короче, если тебе понравился этот видос, тогда подписывайся, ставь лайки, пиши комментарии, и тогда я точно пойму, что нужно снять продолжение. А всем пока. То есть всем до свидания.